宇浩，你修为不够，我们必须守住。王，还好他被哥的精神力蒙蔽，没发现我们。На главном аукционе Звездной Империи была представлена таинственная духовная кость левой руки 70 тысяч лет от ледяного нефритового скорпиона. Она была сопоставлена со второй боевой душой Хуэйхао, а ее навык ледяного взрыва был сравним с навыком 100-тысячелетней кости. Но у нее было два недостатка. Первый – атрибут льда. Только мастера этого атрибута могли ее поглотить, что существенно сужало круг заинтересованных лиц, поскольку кости без атрибута подходили практически всем. В то же время первые могли наделить владельца более сильным умением. Второй недостаток раскрыл Хуэйхао, а ему рассказала Ледяная Императрица. Чтобы поглотить кости скорпионов ледяного нефрита, людям необходимо обладать предельным льдом, независимо от типа духовных костей, будь то кость руки, ноги, черепная или другие. Без атрибута абсолютного льда невозможно поглотить духовную кость, произведенную скорпионом ледяного нефрита. Это гордость этого зверя. Как повезло, только Хуэйхао могла подойти данная духовная кость. Сперва в ней была заинтересована Лин Лучень, как мастер с атрибутом льда. Однако последнее требование отбило ее желание бороться за эту кость. Она происходит из клана ледяных скорпионов и соответствует второму боевому духу Хуэйхао. А это значит, что для него это просто находка. Лучшую кость даже трудно представить. На аукционе бесчисленное количество людей жаждали эту высококлассную кость, но, к сожалению, использовать ее мог только один Хуэйхао. Но что еще более шокирует, навык этой духовной кости – Ледяной Взрыв, также силен, как навык кости, которому 100 тысяч лет. Ледяной Взрыв может не только заставить ледяной элемент взорваться, но может проникнуть в любое ледяное место. Его сила просто невероятная. Такая драгоценная кость призвана добавить еще одну загадочную силу к боевой эффективности Хуэйхао. Настоящая угроза техники Ледяного Взрыва заключается в том, что она применяется к живой цели, замороженной абсолютным льдом. Чем сильнее взрывается цель, тем больше сила взрыва. Однако получить эту кость не так-то просто. На аукционе ее не удалось заполучить, так как была специально выставлена слишком высокая цена. Однако она станет подарком Хуэйхао от Императора Звездной Империи за победу в турнире. Так что ждем с нетерпением, когда Хуэйхао поглотит эту мощную кость левой руки. Также на аукционе выставили второе сокровище – 100-тысячелетний зародыш духовного зверя. В конце концов, Ся Хунчень заплатила за этот загадочный эмбрион заоблачную цену, но история, стоящая за ним, и этот зверь выходят далеко за рамки этого. К слову, стоимость этого лота составила 150 миллионов. Такое не могла позволить себе Академия Шрека. Лишь империи или государства имели подобные суммы. Что это за таинственный зародыш божественного зверя? Любой духовный зверь переживает катастрофу по достижении 100 тысяч лет и будет переживать ее раз в 100 тысяч лет. Некоторые звери решают трансформироваться и принять форму человека. Однако вся его прошлая культивация исчезает. Ему приходится все начинать с нуля. Самый яркий пример этого – Ся Ву. Что касается этого 100-тысячелетнего зародыша зверя, который был выставлен на аукцион, он был пойман людьми во время трансформации и перерождения и окончательно сохранился в виде запечатанного зародыша. Возникает главный вопрос: что это за 100-тысячелетний зверь? Стоило ли за него отдавать столь огромные суммы денег? На самом деле, да, и он стоит куда больше. Все дело в том, что согласно оригинальному роману, этот 100-тысячелетний зародыш зверя является Снежной Императрицей, лидером 3 королей Крайнего Севера. Да, это могущественный зверь, который занимает 3-е место в списке сильнейших зверей континента. К слову, Ледяная Императрица Скорпионов лишь на 7-м месте. Вот почему этот зародыш настолько ценный. В нем запечатана Снежная Императрица возрастом 700 тысяч лет. Поскольку она не смогла преодолеть барьер в 700 тысяч лет, она в конце концов решила превратиться в человека. В такой критический момент, когда она была ослаблена прорывом через 700-тысячелетний барьер, она была схвачена людьми. В процессе трансформации она случайно встретила мастера, а затем была поймана и запечатана. И сейчас появилась на аукционе Звездной Империи. После запечатывания Снежная Императрица была продана за заоблачную цену, потому что этот зародыш гарантированно даст 100-тысячелетнее кольцо и кость, но также имеет возможность подарить людям второго боевого духа. Жаль, никто в это время не знал, что пойманный зверь был Снежной Императрицей, одной из 10 лучших свирепых зверей.
Даже ледяная императрица лишь чувствовала знакомую ауру и не знала, что перед ней зародыш снежной императрицы. Итак, что же с ней случилось дальше? Ся Хунчень купил зародыш за гору денег. Потом под охраной его отправили в зал выдающихся добродетелей. Там позже его еще хотели украсть, но потом в итоге его забрал Хуихао. Хотя снежная императрица хотела самоуничтожиться и убить всех, в конце концов она этого не сделала и последовала за Хуихао из-за уговоров ледяной императрицы Скорпиона. После этого она стала духовной душой Хуихао, созданной Электролюксом. И когда Хуихао стал богом, эти духовные звери в его теле, среди которых Шелкопряд, Ледяная и Снежная императрица и другие, вознеслись в божественное царство вместе с ним. Стоит отметить, что истинная форма Снежной императрицы – снежная девушка ледяного неба, а Снежная императрица – это всего лишь ее человеческое имя. Будет интересно увидеть эту борьбу за столь ценное сокровище – зверя возрастом 700 тысяч лет. Трудно представить себе, насколько ценный этот зародыш. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такой необыкновенный поворот сюжета. В зародыше оказывается зверь 700 тысяч лет. Подписывайтесь на канал и всем пока.